Вчера в Бобруйске завершился резонансный процесс по делу поджоги киоска «Табакерка». 4 обвиняемых получили сроки от 2 до 8 лет колонии. Мужчин судили сразу по 6 уголовным статьям. Поджог, который стал причиной брутального задержания обвиняемых в октябре прошлого года, оказался лишь вершиной айсберга. Судя по всему, у бобруйской милиции накопилось немало висяков, которые решили скинуть на задержанных. Так, в деле появились обвинения в пробитии колес автомобиля, принадлежащего милиционеру, нанесение красных полос на белые лайтбоксы, а также поджог ветоши на железнодорожном перегоне. Во время следствия обвиняемые заявили, что после задержания их несколько часов избивали, чтобы они дали признательное показание на камеру. Также мужчины отметили, что их действия стали реакцией на задержание мирных протестующих. С трактовкой своих действий гособвинением они не согласились. Максимальный срок, который запрашивала помощник прокурора Наталья Лосева, составил 9 лет. Суд слегка подкорректировал итоговый приговор. Впрочем, 9 или 8 лет несвободы для молодого мужчины – это фактически потерянная жизнь. Увы, далеко не первая на политическом конвейере незаконного режима. На национальном правовом интернет-портале опубликован закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс. Новшества, о которых давно велась речь, теперь стали белорусскими реалиями. В частности, речь идет об усилении защиты силовиков, чиновников, судей, так называемого президента и их родственников. По всем статьям, которые были прописаны в предыдущей редакции кодекса, сроки наказания увеличены в среднем на год. В дополнение к этому введена новая статья, с помощью которой режим намерен бороться со сливами информации. Так, за незаконное получение сведений, составляющих государственные секреты, можно оказаться в колонии на 5 лет. Ожидаемо ужесточили наказание и за экстремизм. За содействие экстремистской деятельности предусмотрена ответственность до 6 лет лишения свободы. При этом в УК были введены 3 новые статьи, связанные с экстремизмом, использующие довольно пространственные формулировки, при помощи которого стать фигурантом политического дела теперь может практически каждый обладатель вещей или предметов белого и красного цветов. Важно отметить, что под санкции таких статей будет попадать и критика госчиновников. На языке псевдобелорусского правосудия прямолинейные высказывания о недобросовестных госслужащих будут считаться разжиганием социальной розни. Еще одним показательным нововведением стало изменение формулировки статьи о дискредитации Республики Беларусь. Как и в предыдущих случаях, ее сделали максимально широкой. Можно предположить, что с помощью этой статьи будет запущена очередная волна преследования независимых СМИ. Ведь теперь любую публикацию с критикой нелегитимного его свиты можно подвести под формулировку о распространении заведомо ложных сведений о политической ситуации в стране. А вот того, что действительно ожидалось в новом УК, так и не произошло. Речь об отмене смертной казни, на что Лукашенко ранее намекал в своих выступлениях. Предполагалось, что это будет своего рода торг с Европой. Однако после недавних событий и получения нового статуса государственного террориста белорусскому Дучи явно не до того. Главное – посадить всех, кто мешает его самовластию. Сегодня белорусы, которые были вынуждены покинуть свою страну по политическим причинам, начали перекрывать дорогу со стороны Польши на погранпереходе Берестовица-Бобровники. Также на акцию вышла и диаспора Литвы, однако перекрыть дорогу у погранперехода Медининкай удалось только на несколько минут из-за того, что акция не была согласована с местной полицией. Однако даже за такое непродолжительное время пограничникам пришлось остановить 6 фур из Беларуси. Целью мероприятия, которое началось в субботу по инициативе Народного антикризисного управления, является ускорение мощных и масштабных санкций против незаконного режима Лукашенко со стороны Евросоюза. Также участники акции выставили требования и к белорусской стороне вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы. В Польше и Литве акции согласованы с местными властями, которые лояльно и с пониманием относятся к происходящему. По договоренности на белорусско-польской границе дорогу перекрывать можно только на пешеходном переходе. Смелые белорусы намерены идти до конца и добиваться выполнения своих требований. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ситуация на литовско-белорусской границе ухудшается с каждым днем. После угроз Лукашенко ослабить контроль за нелегальной миграцией Литве в срочном порядке пришлось перебросить дополнительное подразделение на белорусский участок границы. И неспроста, ведь за 2021 год в Литву из Беларуси уже попытались попасть по меньшей мере 300 нелегальных мигрантов, преимущественно граждане Ирака. Это втрое больше, чем за весь 2020 год. Республика приняла решение усилить охрану границы и оснастить ее дополнительным оборудованием. По словам главы службы охраны государственной границы Литвы Рустама Любаева, с белорусскими пограничниками отсутствуют какие-либо контакты. Они не отвечают, не приезжают на место нелегального пересечения границы, не проводят совместного расследования, ссылаясь на COVID-19 и действующие в Беларуси ограничения. Литовская сторона уверена, что подобное поведение связано с нежеланием Беларуси сотрудничать с литовскими ведомствами и фиксировать факты нарушения границы.
В Украине готовы возбудить уголовное дело против Лукашенко, если он допустит на допрос к Роману Протасевичу сепаратистов из ЛНР. С таким заявлением выступил депутат Алексей Гончаренко, подчеркнув, что такой поступок незаконного президента Беларуси является признанием легитимности террористов, которые ведут боевые действия на востоке Украины. Кроме того, украинские депутаты призывают власти прекратить любые дипломатические и торгово-экономические отношения с режимом нелегитимного, вплоть до полной блокады Беларуси. Важно отметить, что ЛНР – это непризнанное государственное образование на востоке Украины. В ходе ожесточенных боев с сепаратистами на Донбассе за эту территорию погибло по меньшей мере 14 тысяч человек, включая военнослужащих Украины и жертв среди гражданского населения. Несмотря на это, в провластных СМИ появилась информация о том, что для допроса Романа Протасевича в Минск уже выехали представители прокуратуры Луганской Народной Республики. Более того, к журналисту вот уже более 10 дней не пускают адвоката. Родители считают, что это может быть связано с применением пыток в отношении их сына. Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую встретили в Чехии как законного президента Беларуси. Об этом заявил председатель Верховной палаты чешского парламента Милош Выстарчил. Более того, политик подчеркнул, что президентом Тихановскую считает не только чешский сенат, но и он лично. В Чехии народный лидер Беларуси пробудет до 10 июня и встретится с рядом высокопоставленных политиков, в том числе и с президентом Чехии Милошем Земаном. А вчера она выступила на Староместской площади в Праге, где собралось несколько сотен человек. Кроме того, Светлана Тихановская встретилась с белорусами, пострадавшими в ходе протестов, которые на сегодняшний день проходят реабилитацию по программе «Медивек». Как написала сама Тихановская у себя в Инстаграм, все эти страшные воспоминания должны стать материалами для будущих судов. Придет время рассказать обо всем этом еще раз в свободной Беларуси, чтобы каждый виновный был призван к ответственности. Отметим, что 21 июня Светлану Тихановскую ждут на заседании Совета Евросоюза, куда она получила приглашение от министров иностранных дел европейских государств. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!